Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это уже традиционно недельный гороскоп с 13 по 19 октября. Ребят, присаживайтесь поудобнее. Этот гороскоп подходит абсолютно всем. Неважно, смотрите вы по своему солнечному знаку, либо по асценденту, либо по луне, потому что я рассказываю, какие общие тенденции на этой неделе нас с вами ожидают. И да, основная такая мощная история, это, конечно же, Плутон выходит из ретроградного движения 14 октября, разворачивается и идет прямо. Связанные с ним вопросы, конечно же, это проявление нашей силы воли, сильных черт характера, то есть насколько мы умеем напрягаться, давить. Сейчас знаю, комментарии посыпятся, скажут, напрягаться-то мы умеем, но здесь не просто нужно напрягаться, здесь нужно напрягаться и двигать своими силами все дела, которые мы начали ранее. Вот такая история. То есть здесь нужно устоять в конфликтах, в замерзших каких-то таких сделках, договорных отношениях. И нужно таки все-таки свою историю продвинуть вперед, то, что вам интересно. Также основными историями, аспектами важными на этой неделе будет Солнце в квадратуре с Юпитером. А Юпитер, когда в напряжении, мы все с вами уже знаем, это наши противоречия, наши истории, с которыми мы не согласны, считаем несправедливыми в том числе. Но при всем при этом наша основная задача в этом во всем договориться. И да, основная мощная история – это Венера в оппозиции с Сатурном и Нептуном. И если Венера в оппозиции с Сатурном – это истории, связанные с покупкой, продажей недвижимости, да, с нашими финансами, которые требуют от нас немножечко быть в дефиците для того, чтобы что-то такое основательное, важное в своей жизни сделать, то Венера в оппозиции с Нептуном – это история несчастной любви, несчастных сценариев, романов, измен, наших иллюзорных восприятий в отношениях, когда нам хочется, чтобы вот оно было как-то так, но по факту мы ошибаемся, и на деле получается по-другому. Очень частые вопросы последних недель, это, конечно же, которые вот ко мне поступают, это истории, связанные с любовными отношениями, когда все, я устал, не могу уже в этих отношениях, потому что меня используют как кошелек, хочу жить в одного, кого-нибудь себе найду, и будет у меня там хорошо. Отлично, встречный вопрос. Когда вы будете жить один, это к мужчинам сейчас говорю, да, но ведь тоже нужны будут финансы для того, чтобы ухаживать, для того, чтобы вместе начинать жизнь, и это все то же самое, плюс-минус, только другой партнер, а вопрос-то все те же самые. Так, может, немножечко сейчас нужно напрячься для того, чтобы ту семью, те отношения, которые вы строили очень много лет, сейчас здесь немножечко вот так поговорить, потому что Венера в оппозиции с Нептуном – это та же самая история, когда мы говорим по душам, когда мы открываем свои какие-то сложные моменты, в которых мы не хотим разбираться. Да, но мы доверяем эти вопросы своему партнеру, и мы вроде как открываемся немножко, да. То есть если говорить про женщин, здесь, конечно же, тоже желание уйти в закат, легкости, вот такой легкой жизни, ни за что не отвечать, как-то вот романтизма добавить в отношениях, но в какие бы отношения мы, девочки, не вошли, в конечном итоге они все приводят к бытовому восприятию жизни, когда мы притираемся. То есть это, понимаете, такая история стара как мир, история двух полов, да, которой нам хочется, нам всем хочется красивую картинку, а здесь еще и Юпитер, понимаете, который говорит, надо вот как-то вот красиво, как у соседа, вот трава зеленая всегда, вот у него же получается, почему мне не получается, значит, я как-то я плохой, у меня отношения какие-то плохие, да, то есть и либо по финансам та же самая история, да, почему? И начинается вот эта вся битва внутри себя, то есть это основные такие истории, понимаете, которые будут на этой неделе у нас очень сильно появляться в нашей жизни. Хорошо, если мы придем
к приобретению недвижимости, договоримся в отношениях, раскроем свои внутренние черты, которые мы прячем, да, перестанем втягивать живот, все, что там, казаться идеальными, потому что жизнь вот она такая, понимаете. А самая основная сейчас история, которая в мире вот так вот идет, да, сейчас чуточку, и начну прям каждый день рассказывать, то, что мы почему-то думаем, что с нами что-то не так. Ну вот как-то вот социальные сети нам говорят, надо вот так, вот так, вот так. Да с нами все так. Просто нам нужно свой характер найти ему применение. Вот и все. Найти работу, которая нам будет нравиться. В отношениях говорить о том, что нам нравится. Говорить в отношениях, не воспринимать это как должное. И понимать, что если нам что-то хочется, надо к этому идти. А основная такая история, что сейчас популяризировано, что мы, конечно же, оно как-то должно само и в легкости. Ну что, ребят, на этой ноте начинаю неделю. Следующая неделя у нас будет на самом-то деле классная. Очень много гармоничных при всем при этом аспектов. При всем при этом, если мы выдерживаем вот эти сложности, умеем договориться во всем, тогда у нас получается очень лихо, очень хорошо. И даже со своими страхами, волнениями справиться. Потому что все-таки Лилит в благоприятном аспекте с Юпитером. И если мы сами себе задаем вот эти наводящие вопросы, которые мы боимся себе где-то раскрыть, да, тогда у нас получается вот это движение вперед, вот этот рост. У кого-то переезд, у кого-то улучшение социального статуса, у кого-то новое обучение, образование, понимаете? И здесь нужно не бояться. И да, если мы говорим, идем от понедельника, то хочу смело сказать, что понедельник и вторник у нас очень такие классные дни. Вторник, конечно, по напряжению, понедельник, 13 октября, очень классный день, потому что здесь Луна в соединении с Юпитером, Луна в Раке, потрясающие аспекты к кармическим узлам, если мы правильно идем, если мы развиваемся. Хорошее время, конечно же, для каких-нибудь семейных историй, отмечать праздники, назначать даты свадеб, мероприятий, хорошее время для свиданий, потому что когда в нашей жизни появляется вторая половинка, да, то мы, естественно, мы открываем другое окно своих возможностей, да, то есть мы идем таки прямо вперед, и мы понимаем, что сейчас в жизни все будет по-новому, и наш мозг начинает работать по-новому, и те, кто смотрел осенние гороскопы, знают, что у нас на следующей неделе с 23 числа начинает Уран, то есть, а Уран это в прямом смысле наш мозг, начинает работать совершенно по-другому, неординарно. И от нас, от всех будут требоваться решения всех задач нестандартно и неординарно. И это такая, знаете, философия, которая сначала будет сбивать нас с толку, да, будет нервировать, потому что такое в прямом смысле действия. А сейчас на этой неделе вот оно мягко. Вот понедельник, вот он такой мягкий, он приятный. Здесь даже можно как-то помечтать вот о своей жизни, в семейном плане расширении семьи. Кто-то захочет жениться, выйти замуж, тоже хороший для этого день. Для того, чтобы вписаться в новое обучение, в том числе поездка, командировка, образование, потому что все, что связано с Юпитером, очень пойдет хорошо. Здесь главное уметь договариваться, потому что Юпитер еще в отдаленной квадратуре Солнцу, и в середине недели будет прям точная квадратура, когда мы злимся, и мы начинаем ругаться, скандалить, и как эффект это всегда наша испорченная репутация. Понимаете, о чем я говорю? И идем дальше. Вторник, 14 октября, Луна перешла в знак Льва, это вторая половина дня, Луна перешла в знак Льва, но при этом еще в соединении с Юпитером и в оппозиции с Плутоном. И здесь возникают как раз-таки те серьезные вопросики в отношениях, потому что когда Луна во Льве, ну все, мы боги. Мы боги, наше мнение единственно верно, и здесь могут быть очень сильные конфронтации. Здесь мы можем хотеть очень много, очень много. И если вы понимаете, что вы вот прям на самом-то деле много хотите,
тогда действуйте. Если на этих аспектах действовать, получится хорошо, потому что Марс сейчас находится в Скорпионе, и у нас таки в начале ноября он переходит в знак Стрельца, и пока он в Скорпионе, нужно прямо-таки свой максимум выжать, да. Нам, конечно, сейчас говорят, что вот в легкости это хорошо, прекрасно, в легкости хорошо, прекрасно, но если вы хотите большие суммы, если вы хотите большие решения принимать, да, то есть если у вас в рост идет финансовая история, тогда в легкости, ребят, не получится, потому что все-таки большие суммы, они, ну, чем больше денег, тем тяжелее чемодан. Понимаете, о чем? Ну, здесь просто физика, здесь история понятная, да, то есть тем больше стресса. Эту историю нужно таки прекрасно понимать и полностью отдавать себе отчет, с какими историями вы сейчас работаете. Хорошее время вторник для больших сделок, сделок, связанных с недвижимостью в том числе, потому что Венера в оппозиции с Сатурном, в оппозиции с Нептуном. Главное, чтобы у вас было четкое представление, что вы делаете. И да, во вторник Луна переходит у нас в знак Весов, а значит сейчас начинаются все вопросы, связанные как раз-таки с коммуникацией, с договорными отношениями. Вопросы будут в парах, потому что оппозиция с Сатурном уже не такая точная, но оппозиция с Нептуном, она очень точная. И здесь у нас убираем иллюзии, ребят, здесь убираем свои вот эти вот какие-то нотки чрезмерного романтизма, когда мы прекрасно таки понимаем, в каких обстоятельствах мы живем, но вот нам захотелось вот так вот сейчас расслабиться, полениться, отдохнуть. Ребята, у нас Марс в Скорпионе, это вообще не та позиция для того, чтобы отдохнуть. Да, выспаться, да, немножечко отключиться, вздохнуть, как говорится, и поехали дальше. Если вы видите мое невыспавшееся лицо на этом гороскопе, да, оно реально не выспавшееся, потому что этот переезд дался вообще нелегко. Поэтому здесь вот даже, мне кажется, слегка похудевшая сижу. Вот, поэтому это нормальная история в этом октябре, ребят. Прекрасно понимаете, что если мы идем вперед этой осенью, то мы давим на газ, то есть мы не тормозим, особенно когда у нас через неделю к нам приедет Уран и скажет, ну мы гоним или мы тормозим еще очень долго, потому что тормозить можно, уже сейчас вы чувствуете 100% нотки вот этих историй, мне тоже сыпятся и комментарии, и в личные сообщения, что как-то не складываются все те прогнозы, они тормозят, это нормально. Здесь главное самим не тормозить, не выходить вот в это депрессивное состояние, потому что Венера в оппозиции с Нептуном, когда мы проваливаемся в депрессивное состояние, когда мы, а у нас на следующей неделе Нептун возвращается в знак Рыбы, когда вот это вот ленное состояние снова к нам придет до февраля, и нужно будет с ним бороться, то есть идти на опережение вот этого. Ребят, я знаю, хочется сказать, когда это все закончится, если вы в возрасте 37, 38, 37 еще непонятно, 38 еще тоже на чиле, а вот 39-40 там уже ребята прекрасно все понимают, и ребята и девчата, что только вперед, не тормозим, и вот в нашей скорости, в умении держать ситуацию, справляться и договариваться, и есть наша сила. То есть не получится после 40 вот как-то выдохнуть, расслабиться, потому что захочется, кому захочется больше, тот и получит больше. И это нормальный такой ход истории. Я вам так хочу сказать, чтобы вас это не расстраивало. Просто примите эту реальность. Мир очень сильно ускоряется, если вы очень компетентный специалист, человек, который понимает, куда он идет и чего он хочет, значит, стройте себе план. Потому что когда у нас Луна находится в соединении с Юпитером, а это понедельник и вторник, это история, когда мы строим планы, можно даже помечтать, вот прям так от души вспомнить, чего мы хотели в подростковом возрасте, когда вот было возвращение Юпитера в 12 лет, если кто помнит. Если не помните, в возрасте 24 лет, когда было еще возвращение Юпитера, да, кто не помнит свои 24, не знаю, как можно не помнить этот прекрасный период жизни, когда все просто получалось. 36. Вспомните, от чего вы хотели, с чем вы не могли справиться. Скорее всего, это была одна и та же история, которая много лет повторялась, и вы где-то не поняли. Вот понедельник, вторник как раз-таки разобраться со своим Юпитером. Юпитер – это наша социальная позиция, наше мнение, с которым мы живем по жизни, чего мы хотим, кем мы хотим стать и тому подобное. Это наш 9-й дом, то есть это наша в прямом смысле реализация.
Поэтому здесь, конечно же, еще Луна в оппозиции с Плутоном добавит нам такую нотку максимализма, и это нормальная история. Здесь вообще очень даже отлично. Луна во Льве на ближайшие 2 дня скажет нам, ну уже давайте делать красиво, масштабно, чтобы нас заметили. Поэтому здесь у нас и вторая половина дня вторника, среда, и сейчас отмотаю даже четверг и четверг. И четверг, 16 октября в том числе, это истории, когда нам захочется выйти на публику, когда нам хочется проявить свой характер, когда нам хочется быть яркими, интересными. Сходить на мероприятие очень даже хорошо, но вот здесь есть спорный день, это 15 октября. Ребят, это среда. 15 октября Луна во Льве, ну, в квадратурах к Меркурию и к Марсу. Вот в этот день будьте аккуратны, потому что здесь еще Солнце с Юпитером в точной прям-таки квадратуре, когда противоречия у нас вот здесь стоят. Луна в оппозиции с Марсом и Меркурием, который, между прочим, в Скорпионе, да, это вот тот самый конфликт, к которому мы все придем. Можем вести себя агрессивно, можем ругаться, можем унижать, можем топить, конфликтовать. При этом наша гордыня будет выплескивать вообще все худшее из нас. То есть пройдет этот аспект, да, пройдет этот аспект. И вот буквально, понимаете, 16 октября, Луна еще во Льве, но уже в квадратуре с Ураном, когда нам захочется, понимаете, сделать в четверг те действия, вот сказать, все, мне это надоело, я ухожу в закат. Это сделать будет очень легко, но для чего? Когда при всем при этом на небе, да, то есть 15-16 захочется прямо-таки очень сильно поругаться. Здесь постарайтесь наоборот со своим оппонентом, если это на работе, либо в личной жизни, постарайтесь наоборот выходить на историю такую человечную, личную. Понимаете, что у человека просто свое другое мнение. Человек просто тоже удерживает свою позицию на фоне страхов, да. Потому что Марс и Меркурий в Скорпионе, когда мы пытаемся ужалить, да, психологический такой фактор, когда мы пытаемся ужалить или надавить, для того, чтобы нам не сделали больно. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь история, большие сделки тоже могут быть, потому что у нас в этот момент Венера в потрясающе благоприятном аспекте с Плутоном, это вообще подъем больших денег. То есть здесь нельзя ругаться. Здесь потрясающе нужно строить отношения, идти дальше, идти вперед. Новые проекты в работе, Венера в точно таком же благоприятном аспекте с Ураном. Потрясающе нужно как раз-таки идти в новое, новые проекты, IT. Это разработки, это знания, это коммуникация, международная коммуникация в том числе. Потому что очень хорошая проработка, да, это можно так сказать, да, компенсация напряженных аспектов Юпитера, когда мы усложняем свои знания, то есть мы показываем свои компетенции. Они могут быть сложные, да, связанные с иностранными языками, с заграничными поездками, то есть там, где мы потенциально чувствуем себя слабее, но нам необходимо выходить, расширять свои границы для того, чтобы увидеть больше, улучшить качество своей жизни. Но на момент всех этих историй, там командировки, например, да, мы будем очень сильно ворчать. Поэтому здесь будьте аккуратны. Среда, четверг, ни в коем случае не ругаемся, не бросаем все, не уходим в закат, хотя это очень сильно захочется сделать. Первая половина дня 17-го в том числе. Не надо так делать. 17-я, вторая половина дня, Луна уже в Деве, и первую половину дня она уже в Деве, да, 17-го, но она еще в квадратуре с Ураном, когда нам хочется кричать, ругаться, быть экспрессивными, быть напряженными, уходить в закат, рвать отношения любовные, рабочие, неважно какие, да. Но к концу недели, к пятнице, у нас, кроме того, что Солнце было в квадратуре с Юпитером, у нас еще Солнце становится в квадратуру с Плутоном. Поэтому, дорогие, здесь, конечно, у нас пятница, финал недели рабочий. И здесь история, конечно же, про то, что нам нужно таки держать большие сильные сделки, не сдаваться, не пасовать, не отпускать все свое кровно заработанное. В отношениях тоже не терять своих позиций, договариваться, потому что уйти
да, на убывающем лунном цикле выйти из отношений, из рабочих и из... Если вы уходите из рабочих отношений, вы прекрасно понимаете, что вы компетентный человек, и вы следом устраиваетесь на новую работу, подождите следующей недели 21 октября. Подождите 21 октября, и вот там подписывайте документы на растущем цикле. Там другие, конечно же, истории начинаются, да. Но вот здесь хочу сказать, 20 ну, 20 новолуния может все перенестись, на последний день перед новолунием, да, может все просто перенестись, будет такое ощущение, что если связано с работой, будет такое ощущение, что нас хотят как-то обдурить, потому что уже сил, энергии вот так поменьше становится, да, такая усталость накоплена, и нам кажется, что нас хотят вокруг пальца обвести. Нет, просто это переносится на следующий день, и уже такое прям ощущение 21-22 октября, о, на самом-то деле, да все нормально, а почему это мы решили, что у нас все вот так? Иногда нужно время, иногда нужно по-другому посмотреть на ситуацию, потому что не забываем, это же последние аккорды Нептуна в Овне, то есть наши эмоции горят, наши эмоции кипят, мы раздражены, понимаете? 22 октября Нептун заканчивает свое ретроградное движение в Овне и возвращается в Нептун до февраля 2026. И здесь вот с этим история будет немножко спокойнее. Наши вот ощущения, нервы, эмоции станут чуточку полегче, флегматичнее, можно это так сказать. Поэтому, дорогие, 17 октября история того, что если вы выходите из отношений, да, в любовных отношениях, то не получится легко выйти из этих отношений. Останется депрессивная нотка, она останется. Из рабочих отношений, если вы понимаете, что вы человек компетентный, получится выйти хорошо из отношений. Понимаете, я о чем говорю? Но если вас будут одолевать вот эти вот незакрытые истории с прошлой работы, постарайтесь как можно скорее закрыть все старые прошлые истории. Как правило, в любовных отношениях, когда люди закрывают эту историю, и особенно семейные люди, у кого там очень недвижимость, дети, вот здесь вообще история очень быстро не закрывается. Эта история продлится еще всю зиму, скорее всего, и весну. Понимаете, о чем я говорю, да? И только к лету можно будет новый виток какой-то жизни начать, да, в любовных отношениях, если, потому что это все уйдет в эмоциональный фон, потому что Нептун туда-сюда ерзает. А вот если мы говорим про рабочую историю, конечно, новая работа прекрасно начнет свое движение уже в октябре, в 20-х числах. И если вы сейчас не согласны со своей историей профессиональной деятельности, нужно менять, и это нормальная такая базовая история. При всем при этом нужно понимать, какие у вас будут риски, что нужно опять делать свой максимум. Но я хочу сказать, что следующей неделе у нас и выходные будут на обдумывание. Выходные у нас 18 и 19 октября Солнце в квадратуре с Юпитером, в квадратуре с Плутоном. И следующую неделю, конечно же, Солнце с Плутоном – это аспект, когда нужно таки включать свой максимум. Понимаете, о чем я говорю? Естественно, все мы люди взрослые, понимаем, что в новой работе нам нужно включаться реально плюс 10, делать к своим силам. И кто сказал, что это плохо? Это хорошо. Если говорить по дню 18, то есть 17, да, пятница, суббота, воскресенье. 17 пятница. В принципе, день не очень сложный. День не очень сложный. Один из сложных дней на этой неделе – это 15 октября, среда, четверг. Пятница здесь у нас уже максимально понятно, потому что у нас и пятницу, и субботу, и воскресенье. Ну, пятницу и субботу, воскресенье, вторая половина дня, Луна уже перешла в знак Весы в соединении с Венерой. Там у нас уже такая более романтичная нотка будет в отношениях. Но пятница и суббота такой рациональный подход нужен к жизни. Нужно четко таки понять, чего мы от жизни хотим, потому что Луна в Деве от нас просит честно себе отвечать на те вопросы, на которые мы не любим себе отвечать. Честно себе говорить о своих недостатках, честно себе говорить, что где-то мы смолодушничали и сказали, что нам будет этого недостаточно, но мы хотим большего. Потому что Луна таки у нас в пятницу и в субботу
в субботу-то Луна у нас будет в оппозиции с Сатурном, и эта история такая очень-таки чистолюбивая. Если мы себе будем лгать, то у нас не получатся истории, связанные с движением вперед, а это профессиональный статус, профессиональный рост, приобретение недвижимости, которая тоже дает повышение социального статуса. И я абсолютно знаю, что сейчас нас все говорят, живем в арендном, это классно, быстренько съехал, и все прекрасно. Ребята, для того, чтобы иметь основательный фундамент и принимать более зрелые решения, нам нужна своя недвижимость. Это факт, в котором нас сейчас пытаются все убедить в обратном, и на это очень сильно растут цены в любой стране мира, просто космически они улетают. Но с этим надо что-то делать для того, чтобы у нас был фундамент. Понимаете, да, для того, чтобы наше мнение, оно имело вес. Нужно заземляться, а это либо земля, либо недвижимость. Понимаете, о чем я? Здесь вопросы к заземлению, те же брачные отношения, стабильная работа в том числе, которая, поверьте мне, будет тоже такой же нестабильный, такой же нестандартный, экстраординарный, потому что мы с вами движемся в совершенно новые движения, в совершенно новый мир. Поэтому скажу, что пятница, суббота здесь нужен такой очень основательный подход в своей жизни, трезво и рационально смотреть вперед на все свои сферы жизни, тогда получится хорошо. И если вам нужны какие-то новые компетенции, вписывайтесь в обучение. Эта неделя потрясающая для этого подходит. Новое обучение, командировки, новые знания, страны, поездки, переезды и тому подобное. Вот, и если вам для улучшения качества вашей жизни нужен переезд вообще, в принципе, в любом масштабе, реализуйте. Реализуйте, это всегда плюс. Только повышение должно быть в плюс, а не в минус. Понимаете, я о чем говорю, да? И идем вперед в воскресенье. Воскресенье, 19 октября, финальный день на этой неделе. Луна встала в соединении с Венерой. Это все добро в весах и в оппозиции к Сатурну и Нептуну. То есть здесь на повестке дня очень сильные вопросы. При всем при этом Венера с Луной в потрясающих благоприятных тринах к Плутону и к Урану. То есть здесь движение вперед, мощные истории, профессиональная деятельность, новые проекты, движение вперед. Ну и, конечно же, любовные отношения, как они у нас на этом держатся. Мы решаем все наши конфликтные истории в семье, и мы понимаем, что нам просто необходимо больше. Нам нужна больше жилплощадь, нам нужен больше финансовый поток, финансовая история для того, чтобы реализовать все то, что было хорошо. Поэтому, если вы продолжаете держаться вместе в отношениях, если вы решаете вопросы и договариваетесь, тогда в воскресенье придет к вам та самая мысль, что вы относитесь к той самой малой части людей на планете, кто может себе позволить поговорить о своих слабостях с очень близким для вас человеком, который вы цените, где вы иногда можете сказать своей гордыне «замолчи», сейчас говорит кто-то другой, мы послушаем мнение, мы сделаем как надо, сейчас не так уж и важно. Мы в какой-то другой момент себя проявим и станем первыми в этом локомотиве. Понимаете, я о чем говорю, да? Поэтому, дорогие мои, мы с вами на самом-то деле все грядем в эру, когда лет через 10 у нас будет больше 50% одиноких людей. Будет больше 50% людей на планете без своего жилья, без работы любимой, стабильной. То есть мы живем сейчас во времена, где очень много инфантильных людей прикрываются своим «я не хочу трудности», надо жить легко, но при этом никаких якорей по жизни. Что грядет в прямом смысле к одиночеству, к нереализации своих амбиций. Сейчас такую большую глобальную историю немножко, да, рассказываю, потому что мне скажут, как это вообще может быть возможно. Но вот смотрите, когда мы живем одни, мы зарабатываем определенную сумму денег. Она может быть большая-большая, увеличиваться, увеличиваться. А какое от этого счастье? С кем мы можем это разделить? Конечно, мы делим это со своей второй половинкой, со своей семьей. И, собственно, все наши основные базовые природные инстинкты включаются, когда у нас есть семья, представляете? Потому что мы гораздо охотнее выживаем ради детей. Да, история вообще очень сильно непопулярная сейчас, но понимайте, что у нас за эту зиму и весну 2026 года очень сильно много чего поменяется, да. Весной 26 года начнется совершенно новый другой такой этап в жизни. И вот все, кто сейчас не справится со своими вот этими историями, растеряют все то, что есть.
Потому что сейчас за ноябрь можно обнулиться очень сильно. То есть в октябре уже начнутся штормы, за ноябрь и декабрь можно обнулиться вот прям в ноль. Но если мы где-то обнуляемся, например, продаем недвижимость, то здесь необходимо сразу же вписываться в новую историю, которую вы понимаете, что ведет вас к подъему. Потому что аспекты на это потрясающие сейчас. Если вы понимаете, что вы устали от своей работы, нужно срочно вписываться в нечто новое и ускоряться там. То есть нельзя тормозить. Опять возвращаясь к началу вот этого гороскопа и говорю, что эта осень и эта неделя не для того, чтобы тормозить. Это история для того, чтобы давить на газ. Ребята, вот такой гороскоп. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Это был общий недельный гороскоп. На ваши персональные ответы, вопросы я отвечу под этим видео. При этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я знаю, я не ответила на прошлой неделе в недельный гороскоп. Сейчас пойду отвечать, пока загружается это видео, потому что я знаю, что вы ждете, но у меня не было ни секундочки времени для того, чтобы остановиться вот это вот все, не устаканить в своей жизни для того, чтобы продолжить дальше свою работу, понимаете, да? Ну что, ребят, спасибо за внимание, за уделенное время, и увидимся с вами в следующем ролике. Ускоряемся, не тормозим, и до встречи в новом видео. Пока-пока.